Итак, всем привет, друзья! Мы проходим Half-Life 2 эпизод 1. Теперь начинаем с того момента, который я уже не проходил, поэтому будем узнавать теперь вместе Half-Life, не то, что который я проходил по 56 раз. И заключительно теперь я буду сейчас вспоминать, потому что остальное я не проходил уже давно и, по-моему, вообще никогда не проходил, либо летал. Поэтому вперед, товарищи мои! Ой, страшно. Увидимся на станции. Увидимся. Фонарик можно выключить, я думаю, хотя все может быть. У нас есть монтировка. Не надо использовать грейпушку. Ты чё стоишь? Ой, понятно. Понятно. Не секунд. Алекс. Не так-то уж страшно. Меня в дрожь бросает. Я тоже. Поэтому мы готовы. Ё-моё, чувак, ты хорошо попьянил. Сейчас сдохну. А грейпушкой было откинуть, что я не сообразил. Возможно, цель номер 1. Ай! Быстрее! Что было? Дробашага до упал, да? Плохое мне предчувствие. Так. Ручки же, пофига. Где ручки обычно все открывается. Плохое предчувствие, что сейчас будет что-то страшное. За мной чего я не видел. Ты больше собаки. Отлично. Эй, больница, нам нужны лекарства. А это же шутка. Ух ты. Whenever possible, we like to foreshadow impending boss battles by introducing the enemy before the actual fight. In this case, you know you're going to be seeing that gunship again pretty soon. КП вообще нет. Как жить? Как жить дальше? Что нельзя? Конечно, обязательно меня надо пасть. Еще лазеры какие-то. Там здоров появился. Тихонечко. Тебя еще не хватало, конечно. Встань тут мне. Играем сюда. Назад! Конечно! Назад!
Сам себя убил. Конечно, самый выгодный способ. Конечно. Ёлочки. Ай! 2 хп, замечательно. Замечательно. Тем хп. Он вдруг в туалете что-то есть самое. Осторожно, тебе здорово покромсало. Ну ты иди вперед тогда, если меня здорово покромсало. О, ящик. Живем. Way here. We force the ship to crash right in. It's a dramatic payoff for winning the battle, and it gives players an opportunity to examine a gunship up close at their leisure. Где эта пушка-то? We designed this gunship battle to create a dynamic, evolving experience, while still keeping the player within a constrained area. Initially, the space appears straightforward and provides plenty of cover. As the environment gets progressively more damaged, combat becomes more challenging. Players are increasingly open to enemy fire, and the path to the rocket crate becomes more difficult to navigate. As the roof breaks apart, however, the gunship also becomes more visible, and therefore easier to hit, keeping things relatively balanced. The lighting in this area was tuned to play off of the HDR tone mapping effects between the dark inner spaces and the progressively open, bright sky above. Я все убью, иди. Я его не вижу.
Где ты, блин? Прошу, босс такой. Готово. Ого, ну ничего. Не знаю, что... Да, Гордон, ты просто зверь. Сезон охоты на охотников открыт. Да, наделали мы дел. Гордон, знаешь, что было бы сейчас круто? Ничего. Самое крутое уже произошло. Думаешь, его конец? Врежь ему на всякий случай монтировкой. Не поможет. Вместо хп. Только не это. Для уверенности. Оу. Ага, понятно все. Ничего себе тут лекарство. Дробовик. Я полный. The hospital was a completely new interior space that we had to design pretty much from scratch. Like most of City 17's visuals, it was inspired by Eastern European architecture. The surgery lamps and the overall white and yellow color scheme were drawn from photos of a hospital in Chernobyl. The tile work and the high archways were chosen to give the area the institutional feel of an old European hospital. And the beds were based on some World War II images. In fact, we avoided modern-looking fixtures and furniture altogether in order to differentiate the place from a contemporary hospital. Здрасте. Ой, какой ты недобрый чувак. Здрасте. Приехали. В туалете никогда ничего нету. We designed this area to be an entertaining showcase for NPC combat. Because of our dynamic AI, these kinds of battles never really play out the same way twice. Players often like to sit back, watch the show, and then dive into the fray at their own discretion. We also felt it was time to introduce a new combat ability for Alex, so we gave her a shotgun. Это Not only are shotguns terrific for zombie hunting, their size and ponderous handling characteristics make for some great combat animations. Давайте повоюете, а то постоим, подождем. Ух ты! Дерзкий! Он ворвался, блин! Давай ты не будешь, а? Зомби к вашим услугам. А то. Ой-ой-ой. Больно бьешь. Веселая игра. Я вам так скажу.
Поздно сказала. А. Бей его! Бей его! Потом сразу, конечно. Ой, тут вообще. Не пойдем туда, ладно. Я передумал. Это очень интересно. Если наплевать на это все. Бессмертный. Так что он пошел, что мне хочется подыграться, друзья мои. Продолжим игру. The door-banging zombies were supposed to give players a safe glimpse of a threat they'd have to face later in the level. In the original design, players couldn't open the door. The zombies would burst through on their own after the player had done a little exploring. We abandoned that plan when many playtesters exhibited a pretty much single-minded fascination with opening the door as soon as they saw it. We made the door openable, though if players ignore it, the zombies will eventually break it down themselves. Ой-ой-ой! Реально проломят? Да что-то вы долго ломаете меня. Здрасте. Ну, бессмертный Алекс. To make the set of empty corridors look like a hospital, we chose some iconic hospital props that could be used multiple times throughout the level. Then we built the models with details, multiple skins, and vertical and horizontal elements that would be visually interesting in the space. Ну ты какая? Что-то здесь лагает? Или у меня лагает? Че это такое? Ну после меня, ну-ну. Поставлю. О нет! Гордон, ты цел? Я в этом не был высоко уверен, что я цел. Что-то я помню этот эпизод, давно я проходил. Что-то здесь жестко, да. Too much of the same type of uninterrupted gameplay causes fatigue. Through repeated playtests, we learned that by the time players reached this part of the hospital, they were ready for a break from the intense combat. In response to that feedback, we inserted this relatively calm exploration puzzle as a change of pace. It gives players a respite from combat while still presenting them with an interesting challenge. Вы не знали, что я не люблю шевелить мозгами? Какие-то лаги здесь. Непонятно. Мозги я не люблю включать во время игры. Че тут бочка, видать? Так, для сноровки. А вот для этого бочка не нужна. Ну-ка отдай! Здоровье зажрет. Ой! А не все полное. Фиолетово.
Понятно, все понятно. И как? Может, просто по-тихому пробежать тут? Ну, как вариант, кстати. Давайте попробуем. Жесть. По-моему, не получится нифига. Да, вот поэтому. Да. И как? Может, как-то выключить? Что-то я вообще не втыкаю, ребят. Если вот эти вот не мешали, можно было бы проскочить. Просто вода электризованная, здесь фиг пройдешь. Может, надо заходить и куда-нибудь туда вылететь. Не, что-то вообще не вариант. Что я не знаю даже. Интересно. Ну что кенсер же опасно, но dangerous. В любом случае не допрыгивали. А там можно перепрыгнуть потом дальше? Ну, успеть можно. Да, вот так она более стоячая, кстати. А, как батут использовать? Как вариант, кстати. Мертвяк уже забрался туда. Ну, туда улетать. Так не сохранился, наверное. Что я их всех отрубил. А здесь мы залезем? Не, долго не могу. А, там же не залезть.
До всего надо довести, там посмотрим. Нормально. Жив, 10 хп. Живой всех живых. Здоровку здесь нам дали. Интересно проходить, как проходит игра мой. Тебя одного, Гордон. Ко мне нагрянули гости. О! Вижу, ты и без меня справился. Это да. Что-то сегодня вообще весело. Шасси! Иди отсюда. Сейчас морфий введен. А не хотите он туда вот это вот? Не хотите? Как он такой? Гостиница. И теперь мы залетаем. Отлично. Отличный выстрел. Горячий зомби. И куда нам? Через тикок или там? Для этого. Непонятно куда идти. Никогда непонятно. А может она про этого? Они идут. Tower Defense. Комбайны, блин. Зомбайны. Каждый здесь сторонка постают и не будешь против? О, комп. Да что это за больница? Жуть. What you're seeing here is a visual representation of a node graph, a set of nodes and all the connections between them. The node graph is used by NPCs to figure out how to move around the world. It's not really a specific set of instructions, but rather a sort of information repository. Among other things, NPCs use the node graph to dynamically chart paths to distant areas, find cover, or scout out firing positions with a clear line of sight to their enemy. This turret scenario was designed to showcase Alex's ability to provide cover for players in combat. She always hangs back a little, blasting anything that moves. In the original version, players could knock over lightly protected turrets with a single rocket fired from the safe end of the corridor. We thought it'd be a nice way for players to feel like they pulled one over on the Combine.
Unfortunately, playtesters routinely thought that they discovered a bug or, at best, an exploit that had arisen from sloppy design. So in this case, a situation we deliberately created to make the players feel clever actually caused them to think we weren't doing our job very well. As a result of this feedback, we added a force field and additional grading to better protect the turrets. Ладно. Да. Ничего не переживай, нормально. Сейчас себе. Какая-то решетка или что-то не вижу просто. Че, не? А, там, по-моему, каждый здесь и нереал. Там разбирайся, я тут посижу немножко. Пошел отсюда, нега. И чё? А? Так я не могу ее взять. Молодец. Соточка просто. Последняя. Ты под себя, говорит, можно кидать ее. Да, вот так. Ну что тут встало? А все. Я тупой или еще? Не хочешь общаться с компьютером? Ну ладно. Ну дальше тогда. О, загрузочка. Что за загрузка у нас долго грузится, поэтому я думаю, на этом мы стоит закончить. Не очень интересно, что будет дальше, но время, как говорится, уже играем мы очень долго и смотрим комментарии. Я извиняюсь, что очень мало комментариев, но не могу что-то я мало вникаю в сюжет. Мне интересно, что будет дальше, что будет прохождение, так что как-то я иногда забываю, что я прохожу игру. По-моему, это уже близится к концу, и поэтому, по-моему, заканчиваем, и будет эпизод 2. Он поинтересней. Там будет сейчас будет жесткая сцена, по-моему. Я по сюжету вспомню. Я не играл, честно говоря. Интересная сцена, где нам спасали, но очень долго я буду проходить, поэтому на этом я закончу. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем удачи и новых встреч. Пока.